Угрозить ядерным оружием. Не победить. Бомбить Берлин, как в 45-м. Ваши первые мысли, когда вы услышали о ситуации в Курской области? Фашизм надо останавливать. Я что-то знаю насчет этого. Вы знаете, мысли, наверное, самые ужасные. У меня у самой сын погиб 2 года назад на СВО. Так что все, что касается вот этих всех военных действий, у меня все отрицательно. Очень страшные мысли были. Сразу такая неуверенность была в завтрашнем дне. В общем, сложно, это очень сложно. Ну, вообще ненормально, как это? Что на нашу страну вдруг напали. Ситуация достаточно неприятная в том плане, что на нашу территорию зашли ребята. Ну и естественно, мирных жителей жалко, что так случилось. И они не были готовы к этому, что их смогли там эвакуировать. Ой, извините меня, я не буду. Нет, не хочу на этот вопрос отвечать, простите. Ну, недоумение, конечно. Не ожидала такого, что настолько у нас все, с одной стороны, может казаться, что все так плохо, но с другой стороны, мы не обладаем стопроцентной информацией, что в действительности произошло. Поэтому я считаю, что я слишком маленький человек, чтобы сделать какие-то скоропалительные выводы. Хотя было негодование, да? Что как такое могло случиться, почему до этого не было создано, скажем, на границе с Украиной, как сказать, вот эта вот красная зона, или как вот выразился? Да, буферная зона, чтобы вот заранее себя обезопасить. Раз уже началось такое, все-таки там не в игрушки же играют, там настоящая полноценная война идет. Мысли, досада была. Большая досада, что допустили. Не слышу. Не слышали ничего? Это нехорошо, если говорить по правде, то есть ситуации, конечно, там очень сложные для мирных жителей. Вообще, действительно, эту ситуацию надо каким-то образом исправлять, в плане того, чтобы надо вытеснять этих бандитов, и, естественно, дать возможность нашим мирным жителям жить спокойно. И, естественно, главной задачей в этой ситуации надо помогать фронту. Это главная сейчас наша задача для всех нас. Надо защищать свою страну, Кимис. Без вариантов. Я испугался за народ, который там живет. Я испугался за детей, потому что, наверное, это самое страшное, когда боевые действия переходят на те территории, которые, по сути, мирные. И это обычный мирный город. Ну, конечно, неприятно это все. И, в принципе, я не рад, можно сказать, специальной военной операции этой. Люди же, умирают. По-вашему, что можно сделать в данной ситуации? Угрозить ядерным оружием. Нам потом жить на этой территории. Так нет, по Украине угрозить, не по Курской области ядерным оружием. Наверное, все вместе, чтобы как-то это уже, наверное, пора остановить. И, понимаете, гибнут мирные жители. Жены остаются без мужей, дети без отцов, матери без сыновей. Это очень тяжело, потому что я сама это переживаю. Это очень горько, очень обидно. И, может быть, это будет сказано грубо, но как-то нашим властям уже нужно применять, наверное, жесткие меры, чтобы этого дальше не происходило. Это мое мнение. Но мне кажется, уже надо бомбить Берлин, как в 45-м. Это, конечно, частное мнение, но я, кажется, излагаю, наверное, мнение половины страны. Почему именно Берлин? У нас в крови заложено то, что мы должны защищать свою родину. И поэтому со времен Второй мировой войны мы бомбили только Берлин. Но там командует именно Путин, а мы так, можно сказать, чуть-чуть пониже, чем он. То есть мнения своего нет? Не. Почему? Те, допустим, кто идут воевать, то есть именно сами они хотят, и скорее всего, просто, можно сказать, из-за денег, а не чтобы там отдать свою жизнь родине, но не стоит, что ли. Все то, что делали наши предки во время опасности для страны. Работать, воевать, поддерживать всячески тех, кто воюет.
Жесткость, решительность, жесткость. Выгнать быстрее. Я считаю, что вот эвакуация мирных жителей, которая прошла, это одно из верных решений. Думаю, что после того, как всех эвакуировали, по моему субъективному мнению, надо подтянуть войска, то есть как-то переформировать фланги, чтобы все-таки с нашей территории, с территории России, их отодвинуть линию фронта на те рубежи, которые уже были до этой ситуации. Я считаю, это вот верное решение. Очистить Курскую область, потом восстановить, собственно, чтобы люди вернулись к мирной жизни. Если гипотетически подобная ситуация возникает в Нижегородской области, будете защищать? Пойдете добровольцем? Я пожить еще хочу. Если не пойдете? Почему? Не хочу. Хочется пожить. А там, если прям глобальный трындец будет, то в принципе можно. А так, чтобы прямо сейчас вот так... Сложно сказать, как бы разворачивались действия мои, как бы в моей области это если происходило бы. Все зависит сугубо индивидуально, потому что никогда не рассчитываешь на то, как ты будешь действовать, пока эта ситуация не наступит. Ну, то есть, так да или нет все-таки? Пошел бы защищать? Да. Возможно, да, не исключено. Потому что требует принятия решений уже непосредственно. Думаешь о семье, куда кого определить, кто где будет, собственно говоря, и там уже от ситуации исходя принимать решения. Да. Почему? Это долг. Долг перед Родиной. Потому что я уже ходил, я уже даже медкомиссию прошел. Поэтому сказали, что если понадоблюсь, то позовут. Пока, скажем так, такой необходимости нет. Поэтому если позовут, да, пойду, это долг. Это долг любого гражданина Российской Федерации. И тем более, что я еще и присягу давал, у меня еще военник-то СССР. Поэтому мы все военнообязанные, поэтому позовут, да, пойду. Надо будет, пойду. Почему? Как почему? Защищать Родину, почему? Детей, внуков, как почему? Вопрос, по-моему, ясный. Если такая ситуация гипотетически возникнет в вашей области, пойдете добровольцем? В нашей области? Ну, в нашей области такого не может быть, потому что мы живем очень далеко от границы. Но если Родина позовет, пойдем. Почему? Родина позвала. Я думаю, да. Почему? Ну, потому что все-таки на нашу страну, ну, за страну надо как бы повоевать. Пойду. Почему? Потому что нужно. Потому что правильное поведение в данной ситуации. Гипотетически, да. Почему? Дом. Надо помогать всем. Наверное, больше волонтером пойду. Да, но мне нет еще 18. Пока однозначного ответа нету, потому что я не в той ситуации, в которой находятся жители Курска. Вот, и могут быть сомнения. Я не могу сказать однозначно, потому что только когда ты на себе прочувствуешь ту опасность и поймешь ту ответственность, которая на тебя возложена, там уже мысли меняются и меняется мировоззрение. То есть можно жить обычной жизнью сейчас и раскидываться словами о том, что надо идти, про патриотизм, вот кричать эти лозунги, но когда именно касается тебя, многие начинают сдуваться на этом, а я считаю, что так нельзя говорить, поэтому надо пожить и понять, как будет на самом деле. То есть вы не уверены в себе или не хотите сейчас бравировать? Да, я не хочу бравировать сейчас, что делать громкие заявления, что я пойду, а потом по каким-то причинам я не пойду. Потому что если сказал, надо делать.